Черно-белый экран, диагональ 50 сантиметров, 14 ламп, вес 26 килограммов. Это параметры одного из самых популярных телевизоров в Советском Союзе, знаменитого рекорда В312, созданного на воронежском заводе «Электросигнал», за который разработчики получили премии и благодарность телезрителей. Его стоимость в начале 80-х составляла 200 рублей. В пересчете на наши деньги это почти 50 тысяч, то есть 49 600 рублей он стоил. То есть довольно недешево. Кажется, что внешне всегда телевизоры были одинаковыми, но они все-таки были немножко различными. То есть, например, у телевизоров первых 5 лет выпуска была серебристая окантовка вокруг переключателя каналов. И в последующем это место приняло уже традиционный черный облик. Самые редкие телевизоры имели темно-бордовую переднюю пластиковую панель, а футляры корпусов изготавливались двух видов. Это отделанные шпоном и покрытые лаком, а также отделанные текстурной бумагой. В канун 50-летия с главного конвейера сборочного цеха сошел 17-миллионный телевизор. И если к первому миллиону завод шел 7 лет, то нынешний рубеж электросигнальцев свыше 1 миллиона телевизоров в год. Марка телевизоров «Рекорд В312» выпускалась в тех же цехах, что когда-то и первый советский телевизор КВН-49. Кстати, его владельцы название расшифровывали так: «Купил, включил, не работает». Инженеры завода «Электросигнал» учли все недостатки и смогли создать, по сути, безупречную модель, которая безотказно работала долгие годы. А в случае поломки ее детали, как конструктор, легко заменялись на исправные. Так завод, переживший тяготы военного времени, создавая технику для фронта в мирное время, стал главным предприятием, выпускающим голубые экраны для большой страны. Телевизоры действительно принимали очень уверенно сигнал вдалеке от города. Поэтому этих телевизоров было очень много в деревнях и на дачах. Но распространение спутникового телевидения в начале 2000-х привело к отстранению их от эксплуатации. Самая основная проблема у телевизоров этой модели – это была часто ломающаяся ручка переключателя каналов. Поэтому большинство населения вспоминает, что купить эту ручку было невозможно и приходилось переключать эти каналы просто пассатижами. Кстати говоря, не все понимают, для чего в Советском Союзе вообще выпускали телевизоры, рассчитанные на прием 12 каналов. Хотя даже в крупных регионах их было там 1-2. Все было сделано для того, чтобы избежать взаимных помех между близко расположенными телецентрами. И поэтому вещание одних и тех же программ велось в разных регионах по разным каналам. Например, в Барнауле первый канал это вещался по цифре 3, по третьему каналу, второй по цифре 5 и так через 1 день. Каждый пятый телевизор в Советском Союзе к началу 80-х – черно-белый рекорд В312. Чтобы удовлетворить спрос, их выпускают сразу и в Воронеже, и в Александрове. Но прогресс не стоит на месте. И к юбилею 50-летия Октябрьской революции в 1967 году в стране появляется полноценное цветное вещание. И, разумеется, телезрители начинают мечтать о новом, уже цветном телеприемнике. Но он почти в 2 раза дороже черно-белого, а потому еще очень долго рекорд В312 остается самой популярной маркой телевизионного окна в мир для советского человека. Евгения Панина, Алексей Сазонов, Андрей Кулябин. Россия 24.